Слава Украине, привет всем от Полонского. В Германии не смогли избрать нового канцлера. Договор между ХДС, ХСС и социал-демократами есть, а канцлера нет. Не смогли сегодня его избрать. Нужно было 316 голосов за Мерца, а нашли только 310 при 307 против. Но кому-то Мерц не нравится. Не думаю, что это как-то связано с Украиной, это связано с их личными отношениями, там плюс проблема с альтернативой для Германии, набирающей сейчас популярность. И, короче говоря, за Мерца не проголосовали. Пока что. Это не значит, что он еще не значит, что он не будет канцлером. Вот. Теперь что будет? Что будет? В течение 2 недель должны проголосовать все-таки. И он должен набрать абсолютное большинство голосов, то есть 316. Если же в течение 2 недель таким образом они не проголосуют, тогда можно будет еще раз голосовать, но уже не абсолютным большинством голосов, а просто обычным большинством голосов от находящихся в зале. Вот. То есть, в принципе, за него, если он сам не откажется, то за него проголосуют в результате. Я не вижу причин, почему ему отказываться, хотя, конечно, неприятно, что вот такая ситуация. Нам неприятно в том плане, что он все-таки хочет оказывать Украине помощь. А там все, в принципе, хотят, кроме этой АДГ. И то, как говорится, можно было бы и с ними работать. Вот. Ситуация, еще раз говорю, неприятная, но, в принципе, я думаю, что за 2 недели они это порешают. Завтра вроде как дополнительного голосования не будет, потом будет. Ну, посмотрим. Сейчас они там быстренько проводят различного рода консультации, кто там голосовал против, кто из правящей коалиции проголосовал против. Интересно, что Шольц уже попрощался. Сегодня его проводили по церемонии, проводили, как говорится, на пенсию, условно на пенсию, конечно, да. По церемонии, которая принята в Германии, военный оркестр сыграл 3 мелодии по его выбору. Вот. Но, видите, он остался пока что канцлером, исполняющим обязанности, поскольку нового канцлера избрать не удалось. Ну и такая вот катавасия будет где-то до 2 недель приблизительно. Ну, посмотрим, что оно будет на самом деле. Надеемся, что немцы определятся быстрее. Но, ребята, что, в общем, происходит в Европе? Посмотрите, страны одна за одной сворачивают вправо. Причем очень серьезным образом. Посмотрите, что творится в Румынии, до этого в Нидерландах, в Австрии, вот теперь в Германии. Набирают силу правая и крайне правая партии. И вы сейчас скажете, это все Путин покупает. Ну как? Конечно, Путин просто им попутчик такой случайный, можно даже сказать. Не совсем Путин, это все делают левые на самом деле. Это все делают левые и правые. Они дают столько фор правым, что те просто, знаете, им сейчас выигрывать выборы, как просто поднимать яблоки с пола, которые уже упали. Их не надо не трусить, ничего. Их не надо срывать с ветки. Их уже сбросили вниз. Скажем так, что практически 2 очень серьезными моментами, которые левые предоставили правым, это просто то, что лежит вот на поверхности. Первое, это, конечно, незаконная миграция, это полный капец. В Европе происходит то же самое, что происходит на России. Россия нас мы их не трогаем, потому что мы видим прекрасно, что там происходит тупо замена населения. Значит, этих он утилизирует на фронте, а туда завозит людей из Центральной Азии. Если русских все устраивает, то никаких проблем. Они же не ропщут. Вот. Что касается в Европе, вот это засилие бравых товарищей из Судана, Марокко, Сирии. Сирии меньше, кстати, стало сейчас. После революции, после того, как свергли Асада, количество, я, кстати, насвистел про Сирию, потому что количество иммигрантов из Сирии в Европе сейчас упало до минимума, по-моему, за 15 лет. То есть в Сирии ехать, по большому счету, прекратили. Вот. Но там хватает без сирийцев. Там сейчас суданцев хватает, и едут из разных стран, собственно говоря. И эти люди, я ничего против них не имею, они все люди одинаковые. Одно только небольшое но. Эти люди не являются носителями европейской культуры. От слова вообще. Никак. Ни культуры, ни религии, ни морали, ни обычаев. Ничего. Это люди абсолютно от чуждой культуры. Вот. Если кто-то хочет в этом убедиться, съездите пожить в Судан.
в Судан, в Сомали, я не знаю, в Марокко. Марокко лучший вариант, но тем не менее, вы и там жить не сможете. Просто потому, что там все по-другому. Хуже или лучше, чем у нас, я вам не скажу. Но все по-другому. Поэтому, собственно говоря, европейцев вот этот вот момент страшно возмущает. И что бы там ни говорили вот эти свистуны, которые свистят о том, что нам не хватает рабочих рук, да бла-бла-бла, да это все чушь собачья. Рабочих рук более чем хватает. Вот. Один вопрос, зачем вы сюда завозите или зачем вы оставляете, даете притулок, даете, значит, пособие в первую очередь, да, товарищам, которые не имеют ничего общего с европейской культурой. Ну, тут только остается развести руками, а потом не удивляться, что вы проигрываете выборы. Но так нельзя просто-напросто. Вот. Сейчас Беларусь, судя по всему, тем же путем пошла, они хотят завести 150 тысяч пакистанцев, где 150 тысяч, там и миллион, при рождаемости у белорусов 0,1, а у пакистанцев с десяток детей. Ну, вопросы есть? Как будет выглядеть Беларусь через лет 15-20? У меня уже вопросов нет, там все ясно. Если это, конечно, окажется правдой. И не надо тоже рассказывать, что да не, ничего страшного, типа они все побегут на Европу через границу. Да я боюсь, что их не для того завозят. Для того это, тут между, понимаете, когда они завозили вот этих туристов, которые потом польскую границу штурмовали, польскую, литовскую и так далее, да, это выглядело по-другому. А тут они хотят семьи завозить, все как полагается. То есть это, видимо, видите, вот это вот, как это сказать, вот эта система, она не ограничивается ни Западной Европой, ни Россией. То есть как-то удивительно, они на словах друг с другом воюют, а де-факто делают то же самое. Да, вот. Не находите это странным? Одна только Украина стоит, кстати, в этом плане. Этого не допускает Украина пока что. Хотя у нас тоже есть мудаки, которые, я уже несколько мудаков слышал, которые кричат, нам не хватает рабочих рук, бла-бла-бла, ко-ко-ко. Тебе не хватает рабочих рук, посели у себя дома. Человек 15 из Судана. Тебе хватит рабочих рук. Вот весь ответ. Вот. Ну и второй момент, который тоже людей сильно, я не буду на нем много останавливаться, ибо забанят аккаунт, это тотальная ложь во время двухгодичного лохотрона. Все прекрасно помнят. Вот это вот. Ну, вы меня поняли, да? Ну вот люди сейчас вот это вспоминают, то, что тогда было. Вот. И, собственно говоря, говорят, угу. Это же вы нас шпиндюрили тогда. Вы. Ну вот. Идите нафиг на выборах. Вот, собственно говоря, вот эти две проблемы. Ну, плюс, конечно, умелое использование правами там целого ряда внутренних проблем, экономических, да, в каждом случае своих. Вот. Ну и, собственно говоря, вот это все привело к тому, что к всплеску популярности правых партий. Просто всплеск. Посмотрите на Нидерланды. Плохо это или хорошо для Украины? Ну, это, конечно, в общем-то, плохо. Потому что правые тоже популисты, и они очень часто выезжают на том, что, смотрите, как рассуждают правые, да? Вот что делали левые? Вот так, вот так, вот так. Значит, мы будем делать тупо наоборот. Они помогали Украине? Да, помогали. Нахрен, помогать не будем. Вот и все. Это лишние траты для них. Ну вот посмотрите на Штаты сегодняшние. Вот, поэтому плохо. Конечно, плохо. Но с другой стороны, левое, вы же сами видите, к чему это все приводит. Я даже ничего не буду говорить, да, но я вам скажу, если вы хотите понять, к чему приводит вот такая политика, вы просто вечером пройдите, вот кто там, Киев, Одесса, да, Львов, вы пройдите по улице своего города. Посмотрите, да, налево, направо, кого вы видите, кто ходит, обстановка. Можете ли вы ходить свободно? Если у вас опасные районы в городе. В Киеве, например, таких нет. Даже Борщаговка моя любимая. Ну, не опасная она. Ну, в общем и целом. Вот. А потом пройдите по Парижу. Смотрите налево, направо, кто ходит по улицам. И вспомните, какие районы есть в Париже, в Марселе. Да, да. Особенно в Германии, там в некоторых городах с преобладанием некоренного населения, скажем мягко так. Да? И вы поймете, почему правые выигрывают выборы за выборами. Вот, собственно говоря, и все.
Вот и все. Да, так что, ребята, не надо хвататься за голову от того, что там в Германии сейчас не выбрали канцлера. Ну, не выбрали, значит, выберут. Вот, но вот этим левакам, ну, Мерц не левак, сразу скажу, это абсолютно не левак. Он тоже как бы из правого лагеря. Единственное, что я посоветовал бы все-таки, что им делать, это не мое дело, я просто смотрю на Европу со стороны. Закрывайте границы, пока не поздно. И прекращайте раздавать пособия. Кому надо, кому не надо. Ну, вот посмотрите, как это делают в Австралии, например. Хрен завода Петровского, а не пособия. Вот и все.